Сегодня поговорим о приостановке военной помощи США Украине, о том, какие последствия для войны это может иметь. Да, у нас вновь ролик по следам той самой перепалки в овальном кабинете, потому что так уж вышло, что более важных новостей сейчас нет. Насколько отмена поставок оружия и обмена разведданными для Украины критична? Оценки экспертов совпадают далеко не во всем. Эксперты сходятся в том, что это плохо, но насколько скоро станет очень плохо, пока вопрос. Ситуация пока не выглядит необратимой. США вовсю посылают сигналы, что все можно откатить назад и не особо большой ценой. Поэтому сейчас поговорим о физических последствиях, а потом обсудим, насколько возможно все это откатить и что вообще происходит сейчас с политикой. Что будет, если Украина лишится поддержки США? Попробуем понять, как велика эта поддержка и в чем именно она заключалась. Сразу оговорюсь, нет единой бухгалтерии, где лежат расходные ордера на все танки, ракеты и гаубицы. Где украинский Минфин расписался бы за всю помощь и подвел бы баланс. Кто, когда и сколько выделил денег и на что конкретно. А если бы и был подобный документ, вряд ли бы нам их показали. Но есть оценки. Трамп говорит, что США потратили 300, а то и 350 миллиардов долларов. Журналисты и эксперты сразу бросились искать подтверждение этим цифрам и не нашли. Можно ориентироваться на данные Кильского института и Министерства обороны США. Первый считает, что американцы за 3 года потратили на помощь Украине почти 120 миллиардов долларов. Минобороны США утверждает, что было выделено больше 180 миллиардов. Но это они считают еще и расходы на военную подготовку США в Европе и пополнение оборонных запасов США, то есть не только непосредственную помощь Украине. Нас сейчас интересует, что будет с Украиной, а не с бюджетом США. Так что логичнее ориентироваться на данные Кильского института. По его оценке, США предоставили Украине 120 миллиардов. Много это или мало, можно понять, сравнивая с помощью, которую Украине оказала Европа. Трамп утверждает, что Европа выделила всего 100 миллиардов, типа в несколько раз меньше, чем по его мнению США. Ну а по данным Кильского института, европейские страны предоставили Украине почти половину поддержки, а США 43%. Тоже почти половину. Ни одна страна не финансирует помощь Украине так же интенсивно, как США, но в совокупности Европа тратит больше. За те же 3 года европейцы потратили на военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине около 139 миллиардов. Что это означает в реальности? Как отражается на поставках оружия и военной техники? Попробуем разобраться на основании данных проекта ORIX. Тут сразу оговоримся. Данные ORIX взяты из открытых источников, и в них могут быть неточности. Но понять примерные значения и масштабы они позволяют. Начнем с самолетов. Из Европы в Украину было отправлено 57 самолетов, в том числе американские F-16, о которых много говорилось в прессе. Так вот, несмотря на то, что эти самолеты производятся в Соединенных Штатах, Украина получает их от Европы, с разрешения США, конечно. Сами же США за время войны, по данным ORIX, не передали Украине ни одного самолета. Также европейские страны поставили в Украину 73 вертолета, США 21 вертолет. Очень важная статья – танки. Из Европы пришло 887 танков, а из США 76, 31 Абрамс и 45 модернизированных советских Т-72. Европа поставила Украине 1086 разных БМП, США порядка 300 Брэдли. Если исходить из этих данных, кажется, будто сценарий остановки военной помощи из США для Украины плохой, но не прям катастрофический. Выводы экспертов тоже это подтверждают. Никто не ожидает резкого обвала фронта и грядущее поражение. Тем более, что в прошлом году в течение полугода Украина уже находилась в похожей ситуации, когда Конгресс приостановил поставки. Правительство Украины говорит, что страна сама покрывает около 40% своих военных потребностей. Еще по 30% приходится на помощь США и Европы. И это, похоже, так и есть. Сейчас обсудим, что по этому поводу говорят специалисты и как оценивают ситуацию, потом о политических последствиях и что сейчас можно с этим всем сделать. Но сперва реклама. Уже 3-е столетие люди переезжают в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни. В конце 18 века это были французы, бегущие от Великой революции. В середине 19-го, во времена золотых лихорадок, приезжали старатели. Теперь же в США едут специалисты из самых разных областей. Очень много сейчас всяких иммиграционных программ, и вполне вероятно, что какая-то из них подойдет и вам. Оценить ваши шансы на переезд могут эксперты компании «Мигратор».
причем на бесплатной консультации. Это единственная компания на российском рынке, которая гарантирует, вам одобрят петицию на американскую визу или вернут деньги в полном объеме. Это условие будет прописано в вашем договоре. С компанией «Мигратор» работают только лицензированные адвокаты со средним опытом работы от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, что будет большим плюсом. Так не возникнет недопонимания при обсуждении разных бюрократических тонкостей. А если окажется, что у вас нет шансов визу получить, вам так и скажут, причем до заключения договора. Компания имеет более 2000 довольных клиентов и средний процент одобрения кейсов 95%. Создал компанию «Мигратор» предприниматель Алексей Пудов. Из-за ошибки иммиграционного адвоката он сам при подготовке визы в США потерял жену и не виделся с ней больше года. После этой ситуации он и основал собственную компанию, где ключевыми принципами являются честность и гарантия результата в договоре. По какой программе вы бы не хотели переехать? По визе талантов, если вы маркетолог, фотограф или, например, блогер. По рабочей визе или визе предпринимателя. Вам так или иначе понадобится помощь иммиграционного адвоката. В США попасть не так сложно, как многие думают. Записаться на бесплатную консультацию вы можете по ссылке в описании. Узнайте, какие у вас шансы на получение визы в США, эмигрируйте без проблем и с комфортом. Продолжим. По мнению специалистов, оборона Украины сейчас базируется не на суперсовременной военной технике, а на минировании линии обороны, на ударных дронах и на обычной артиллерии, способной обстреливать передовые отряды противника примерно на 30 километров. Когда-то США обеспечили армию Украины джавелинами и тем самым дали ей возможность выстоять против российских танков. Сейчас ситуация изменилась. Украина заменила ракеты дронами. Во-первых, удалось наладить их массовое производство. Во-вторых, дроны стоят гораздо меньше противотанковых ракет. В-третьих, научиться управлять дроном проще. Это не значит, что можно выдохнуть с облегчением и сказать, что поддержка США Украине не так уж и нужна. Совсем нет. США поставили Украине системы ЗРК «Патриот», которые сейчас прикрывают украинские города от обстрелов с воздуха. Если поставка ракет для этих комплексов прекратится, украинское ПВО сильно потеряет в эффективности. При этом каждая ракета для Patriot стоит около $3 миллионов, и предоставлять их могут только Соединенные Штаты. Проблемы будут и с поражением целей за линией фронта на территории России. Например, в прошлом ноябре ВСУ ударили по военному арсеналу на территории Брянской области. Для таких операций украинцы используют американские ракеты ATACMS или реактивные системы залпового огня HIMARS. Если США прекратят поставки боеприпасов для этих систем, такие операции Украина совершать больше не сможет. Запас боеприпасов для обычной артиллерии также начнет сокращаться, что приведет к нормированию боеприпасов и в артиллерии, и в ПВО, причем не когда-то в далеком будущем, а прямо сейчас, потому что разумно экономить ресурс, который нигде не пополнить. Так у российской армии появятся преимущества. Кроме того, уже поставленная американская боевая техника нуждается в запчастях и техподдержке. И если всего этого не будет, то вооружения будут выходить из строя гораздо быстрее, чем раньше. Возможно, нехватку боеприпасов и запчастей смогут частично компенсировать поставки от европейских союзников, но с этим свои сложности. Сейчас, на 4-м году войны, военные запасы Европы уже на исходе. У европейских стран нет производственных мощностей, чтобы производить больше оружия. Даже если они выделят больше денег, нужно еще найти, где купить то, что необходимо Украине. На сегодня Европа производит меньше четверти своей военной помощи. Остальное везут из Израиля, Южной Кореи и Соединенных Штатов. И поставки Украине американской военной техники европейским странам придется согласовывать с теми же США. А те вполне могут и не согласовать при текущей ситуации. Кроме того, от США и даже лично от Маска зависят системы связи в войсках. Там активно используется Starlink. Еще более важно, что американская разведка предоставляла украинскому командованию разведданные. Буквально вот только что перед записью ролика появилась новость, что теперь США не будут делиться с Украиной информацией, хотя и продолжают передавать ее другим союзникам, в том числе Великобритании. Но при этом Великобритании запрещено передавать полученную информацию Украине. Есть и еще один важный аспект. Как прекращение помощи США повлияет на боевой дух украинской армии? Когда в текущих обстоятельствах самый надежный и крупный союзник сворачивает помощь, перестает поставлять жизненно важные боеприпасы и, более того, начинает дружески общаться с вашим врагом, это может подкосить людей даже с очень твердой волей. Я не утверждаю, что так и будет.
Украинцы уже продолжали сопротивляться в обстоятельствах, которые казались совершенно безнадежными. Но надо признать, отказ в помощи – это ни разу не моральная поддержка. В общем, консенсусное мнение экспертов сейчас выглядит так. Украина вполне способна с имеющимися запасами продержаться полгода и более. Но в любом случае это будет не безболезненно. Потерь в армии и среди гражданских будет больше. Темпы отступления украинской армии могут вырасти. И любое ослабление Украины на поле боя будет усиливать позиции России на будущих переговорах. Путин явно воодушевлен. Если месяц назад было просто сомнительно, что у него есть реальные причины для заморозки этой войны, то сейчас их нет вообще. Украина, по крайней мере на какое-то время, осталась без важнейшего союзника. Когда, если не сейчас, давить всем, что есть? Когда, если не сейчас, бросать людей в новые штурмы? Ведь победа, которую Путин себе уже явно воображает, все спишет. Сейчас в условиях конфликта американского и украинского президентов вообще непонятно, как мирный процесс может запуститься. Сейчас все вернулось в исходную точку. Нельзя сказать, что кто-то очень далеко от этой исходной точки вообще отходил, но, по крайней мере, были разговоры. По крайней мере, стороны публично создавали впечатление, что вот-вот процесс начнется. Казалось, что стороны достаточно наговорили, чтобы сказанное хотя бы частично покрывать действиями. Сейчас это не так. Сейчас можно передать свои соболезнования всем тем россиянам, кто решил бесплатных денег с государства получить и подписал контракт в расчете на скорое окончание войны. Оптимизм и воодушевление Путина относительно американской позиции будут оплачены жизнями этих рисковых людей. Это состояние на сейчас. Война будет продолжаться, причем настолько ожесточенно, насколько это в принципе возможно, и насколько у сторон хватит сил. И сила Украины будет меньше. Но с учетом личных особенностей президента США Трампа, состояние на сегодня никак не позволяет нам предсказать то, что произойдет завтра. Да, американские президенты, к которым мы привыкли, не меняют направление внешней политики США на противоположное по настроению. Только потому, что с ними кто-то поругался. Или они с кем-то поругались. Мы привыкли к последовательности в американской внешней политике, а Дональд Трамп человек в высшей степени непоследовательный. И это работает в обе стороны. С Трампом очень легко поругаться, но столь же легко с ним помириться. Трамп из тех людей, кто готов и кувалдой запустить в оппонента, и с той же легкостью спустя 5 минут заключить его в объятия. Трамп в любой момент готов обрушиться на собеседника с отборной бранью, но столь же легко забудет, что сам говорил и что говорили о нем. Достаточно сказать, что два главных чиновника администрации Трампа, вице-президент Венс и госсекретарь Рубио, это в прошлом жесточайшие политические оппоненты Трампа, которые его поливали грязью и называли самыми последними словами, и которых с удовольствием и в 100 раз больше поливал грязью в ответ Трамп. С одной стороны, ни с кем нельзя так просто поругаться, как с Дональдом Трампом. С другой стороны, ни с каким другим президентом невозможно настолько легко восстановить отношения, если приложить к этому определенные усилия. Разговаривать с украинской стороной, судя по всему, никто не отказывается. Ничто пока не говорит о том, что администрация Трампа и Трамп лично не готовы тут что-то поменять, если получат то, чего добиваются – публичных извинений от Зеленского. Мы с вами живем в такое время, что ролики наши неизбежно будут лоскутными. В любую минуту может случиться что-то меняющее на корню, либо существенно исправляющее то, что мы хотели сказать. Сегодня не исключение. Вот только мы сели записывать, и возникла новость о возможной встрече на следующей неделе премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы Франции и Великобритании, очевидно, берут на себя роль посредников в урегулировании этого конфликта. И это хорошо. Нет уверенности, что опять все не пойдет не по плану. Но если у президентов получится договориться, то, возможно, все сюжеты минувшей недели перестанут иметь критическое значение. Главы Великобритании и Франции – значимые союзники для обеих сторон. Достаточно значимые, чтобы, по крайней мере, смягчить позиции. Тем более, что Трамп и не закрывал дверь для переговоров. Надежда не стопроцентная, но она есть. До завтра.